Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня новый хобби-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной, приятного вам просмотра. Сегодня я буду раскрашивать в дневных грезах Ханны Карлсон. В прошлом месяце я начала раскрашивать разворот, но я в общем-то сказала, что скорее всего только одну страничку раскрашу. Так, в общем, и получилось. И, соответственно, в этом месяце я буду вторую часть доделывать. Я здесь выписала для себя, какими карандашами я красила и какие номера использовала. Это были брутфунеры. Вот, ну и тут вот у меня номера. Сейчас я достану коробку. Вот она. И приступлю. Ну, тут у меня не только брутфунеры, тут у меня, конечно, еще берлинга металлик, но это я и так сочетание знаю, помню, ну, соответственно, фон тоже. Я в основном именно номера брутфунеров выписала. Ну, тогда, я не знаю, начну с зеленого цвета. Он у меня тут представлен, начиная со второго лоточка. Это 42 номер. Потом еще тут 75-й. Я надеюсь, я в кадр не влезла. Но если влезла, прошу прощения. Так, 75-й и 79-й. Хорошо, что все в этом лотке, и не придется все это здесь расставлять. Ну, наверное, я так и подбирала, исходя из этого. Так. Ну что ж, начнем тогда вот с этого листочка. Как я понимаю, я их выписала в нужной последовательности. У меня тут спрашивали ВКонтакте про точилку, про брутфунеры вот эти вот, чем точить. Я как-то так отвечала, ну, поскольку всякие домашние дела были, времени не было. Вот точилка, я неоднократно показывала. До этого у меня была ашановская, но вот кое-как вот подходит. Есть у меня еще такая вот точилка. Ну, в принципе, вот не идеал, но нормально. Также меня спрашивали про раскраску ведьмочки, чем лучше раскрашивать. Но я пока пробовала только карандаши, поэтому, ну, в смысле, акварель я пробовала на фоне, ну, как бы нормально. А так я раскрашивала карандашами. Вот. Как вы знаете. То есть ничего такого сказать не могу. Вот. Ну, про акварель, безусловно, наверное, лучше говорить, когда саму иллюстрацию красишь. Потому что все-таки фон много чего позволяет, допускает. Вот. А если, например, ту же одежду или, да, лица красить, то тут, конечно, как сказать, если уже акварель не подойдет, да, к бумаге, то все это будет более заметно и будет более чувствоваться, чем на фоне. Ну, могу, правда, единственное, что сказать, что я в кюветках на фон использовала акварель. И, соответственно, ну, немножко сзади протекло, но самую малость. Из чего я делаю вывод, что детская акварель протекать, как, в общем-то, и всегда не должна. Но это максимум, что я могу на данный момент сказать. Потому что вот в предыдущем видео я раскрашивала в ведьмочках, но тоже думала насчет акварели и в итоге все равно раскрашивала карандашами.
Но это просто связано с тем, что вот так совпадает и хочется красить карандашами. Хотя, как вы знаете, акварель я очень-очень люблю. Извините, что иногда подкашливаю, я стараюсь, ну, у меня в смысле нет никакого сильного кашля, но тем не менее я по возможности стараюсь нажимать на паузу, если что. Вот. Ну, у меня просто позавчера и вчера была ангина, сейчас уже все значительно легче. Но пока еще это все не до конца прошло, надо просто было, как я обычно делаю, не запускать, потому что для меня это, к сожалению, стандартная ситуация. Вытрепали нервы, и вот. Результат. Но я уже, кстати, с утра много чего сделала. Успела. Явно бодрее, чем вчера. Вчера я первую половину дня я прям засыпала. Но меня сегодня, знаете, ушастик напугал. Встала я утром, вот, пошла готовить завтрак. Кстати, вспомнила, умылась, крем не нанесла, вообще молодец. Ну вот, пошла готовить завтрак, потом думаю, надо, как водится, что-нибудь ему вкусное дать. Беру пряник, а он тоже всегда обычно оживляется к утру, понимая, что сейчас ему что-то дадут. Он не реагирует. Я ему к носу пряник кладу, то есть этот, ну, печеньку. Он не реагирует. Я его раз рукой, ну так, по морде это потормошила, он не реагирует. Я перепугалась. А он, оказывается, так сильно крепко спал. Вообще. У его подружки Ники, с которой мы гуляем тоже вместе, тоже было недавно такое. Но, видимо, я так предполагаю, погода, потому что, ну, можно сказать, конечно, и про возраст, но Ника помоложе ушастика. У ушастика и в ее возрасте такого не было. Видимо, погода. Тем более, что в этом сезоне зима как зима. Может, для них это непривычно, не знаю. В общем, как-то так. То я уж ушастому говорю, будет как в фильме это с Романцовым «Опыт бреда любовного очарования». Там, ну, типа такая современная история, ну, как Ромео и Джульетта, и там, в общем, действие проходит в психушке на пряжке. Вот, и, короче, там получилось в итоге так, что, да, печально, конечно, получилось. Там сначала главный герой увидел, что, ну, грубо говоря, Ромео увидел, что Джульетта того, якобы, и наложил на себя руки. Потом она очнулась, увидела, что он того, и тоже. Вот. Вот я уж Астому сегодня и сказала, что померла бы я от разрыва сердца. Я говорю, а ты бы проснулся, а я тут лежу. Ну, правда, я перепугалась. Это, кстати, вот еще причина больше никогда животных не заводить, потому что это уже члены семьи, их любишь, переживаешь за них. Когда, допустим, что-то случается,
что, ну, как бы, короче, не хочу такое переживать. Ходила, проверяла овощи. Я пюре овощное делаю. Вот. И ходила, смотрела, как оно там в процессе варится. Я рецепт посмотрела на канале у Ольги 1972. Вот она там репу, морковку, картошку и кабачок варит. Ну и потом, ну короче, как пюре. Оказалось, с репой это очень вкусно. Мне репа нравится, но в сыром виде как-то у меня не сильно желудок ее воспринимает. Хотя как бы каких-то прям проблем тьфу-тьфу-тьфу у меня с желудком нет, но все-таки. А в качестве пюре идеально понемногу. И заходишь на кухню, вообще невероятный аромат именно благодаря тыкве. Вот, если не господи, репе. А говорю, что проснулась. В общем, попробуйте. Кто в целом к репе хорошо относится. Ну, я, правда, кабачок не стала добавлять, потому что кабачок я обычно вечером тушу. Поэтому подумала, что это будет лишнее. А клюквенный морс себе сделала. Наконец-то нашла клюкву. Но это, конечно, не... Ну, это садовая клюква, не такая, как вот, идеально другая. Видимо, лесная вот эта, ну, такая настоящая. Но это тоже неплохо, поэтому как вариант. При всяких... Ну, это лучший антибиотик просто считается. Главное, полезный. Потому что мне очень не хотелось в этот раз. Я антибиотики по факту 3 раза в жизни пила. 2 где-то в детстве. И, ну, а 1 в детстве, 1 где-то, может быть, подростком еще была. И вот 3-й раз месяца, сколько, 2 назад или 3, наверное, когда пытались зуб спасти. Ну, врачу это удалось. Слава богу, конечно. Правда, я его не очень хотела спасать. Ему даже... Но он ради того, чтобы зуб спасти, даже скидку сделал. Так что вот так. Ну и у меня остались антибиотики. Мне не хотелось 4-й раз в жизни их пить. Вот. Ну и потом, в принципе, антибиотики сейчас по рецепту. Поэтому, если уж они есть, лучше поберечь их, мало ли, пригодятся. А клюква вариант идеальный. Вообще прям я тут и витамины группы В нашла уже тоже одну. В общем, порадовала девочку, которая там вот с собакой гуляет, когда я уезжаю в Питер. Потому что она тоже, ей требовалась. Прям замечательно.
Говорят, что сейчас будет холодать. Вот это не хотелось бы. Все-таки пусть мне зима сейчас нравится, но какие-то сильные холода я сложно переношу. Мне бы не очень хотелось. Все-таки лучше, чтобы это... Пусть снег, но хотя бы, не знаю, там, без ветра, без такого трэша. Ну, в общем, иллюстрация, она будет вот также раскрашена. Ничего как бы особенного. Взяла уже желтые карандаши, еще тут божьи коровки, ну вроде как это божьи коровки, по крайней мере, это самое. Начала раскрашивать, я здесь еще точки буду делать гелевой ручкой, черный бик. Так, ну а сейчас буду продолжать раскрашивать цветы. Вот насчет домиков я тут не выписала себе номера, но я думаю, что это вот этот, наверное, карандаш, скорее всего. Вот, ну, а крыша это берлинга, как я уже говорила. Ну вот, в принципе, как по мне, сейчас для меня оптимально вот развороты красить не разом. Ну, хотя, если бы это более какая-то сюжетная была иллюстрация, возможно, мне бы захотелось полностью раскрасить. По крайней мере, раньше я любила именно вот сесть и за вечер, за один вечер сделать там большой разворот. Тогда еще у меня в основном не так было много раскрасок, и там вот Джоанна Бесфорд, и то, что вот у нее были такие сюжетные, мне очень нравилось. Ну, кстати, какие-то остались еще там, можно пораскрашивать, потому что так-то вряд ли я даже одну раскраску у этого иллюстратора закончу, потому что не мое это. Но некоторые очень даже приличные. Не, ну я никого не хочу обидеть, кто любит Джоанну Бесфорд, потому что у нас у всех вкусы разные. И это здорово, если, например, спустя столько лет, да, уже сколько выходят всякие раскраски, да, кто-то сохранил, да, любовь к этому иллюстратору. Это здорово. Хорошо, я еще умудрилась вот этот стикер не потерять. Мне даже была мысль блокнот завести, что-нибудь такое. Так, сейчас бы перепутала карандаши. И сейчас как раз надо будет их подточить, скорее всего. Уже проблематично ими красить. Ну и вот этот. Это какой-то такой желто-зеленый, что ли.
Ну, тоже хороший цвет. В общем, как-то так. Буду сегодня в течение дня подходить, раскрашивать. Также достала Берлинга металлик. Тут я использую какой цвет? Вот этот и вот этот. На самом деле по-разному. В данном случае это не так важно. Может быть, даже только этот буду использовать. Не, ну добавлю все-таки вот этот. Ну, как бы крыши, металлики самое то будут. Здесь я прям очень просто раскрашиваю, просто слой за слоем, чередую, без всяких там теней. Металлик все сам сделает. И я сейчас думаю, какую вторую раскраску взять для себя на день. Может быть, все-таки уделить время кошкам, городам. Сейчас я еще покажу, как дело продвигается. Господи, где тут? В пейзажах. Потому что я вчера начала раскрашивать и, ну, вечером продолжила, чуть-чуть утром. Но дело пока не сильно быстро двигается. Все-таки больше мне пока хочется раскрашивать именно карандашами. В общем, как-то так. Достала раскраску. Ну, как видите, не густо. Налила себе этот самый морс клюквенный. Ну и в общем сейчас я продолжу раскрашивать. Уже один раз ошиблась. Именно вот по этой причине, как я говорила, что единички ее же как бы и нет. Значит, это 2, 3. Вот это мне прям не нравится. Сбивает с толку и абсолютно бесполезно. Ну ладно, это видео я буду завершать. Если оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Заходите в Инстаграм 37 рыжая 38. А я благодарю вас за просмотр. Желаю вам здоровья, хорошего настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров. До скорой встречи. Всем пока-пока.